Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Посадить на лубок. Самая жестокая традиция у русских». Память человека – странная штука. Чем дальше люди начинают вспоминать, тем дни светлее, воздух чище, а отношения между людьми проще и милее. Так бывает не только с отдельными представителями человечества, а с целыми народами. В наше время считают, что раньше, мол, к дедушкам и бабушкам относились особо, почитали их, уважали, никогда не бросали в одиночестве. А оказывается, если верить этнографам и просто даже вчитаться в русские сказки, от стариков старались избавиться как можно скорее. Издавна в русском языке существует фраза «пора-ка тебе на лубок» или «посадить на лубок». Сейчас эта фраза почти не употребляется, да если и кто говорит, то не понимает ее истинного значения. А вот вплоть до конца 19 века в народе ходили не только эти выражения, но и то действие, которое они подразумевали. И эти действия касались, к сожалению, самых беспомощных – стариков и детей. В первобытном обществе с едой было плохо. Люди едва-едва освоили огонь, занимались охотой, где нужна была сила, собирательством, где необходимо было хорошее зрение. И баланс между числом рабочих рук и ртов был очень важным вопросом выживания всей родовой общины. Если рождалось много детей, это вроде бы было хорошо, так как смертность среди детей была невероятно высокой. Часто из 10-15 младенцев до взрослого возраста доживали не больше 5 детей. Однако пока они росли, их нужно было выкармливать, и это не всегда было под силу первобытным женщинам. Потому почти у всех народов на заре истории человечества был обычай ликвидации новорожденных, которые казались уже лишними для семьи. Некоторые народы практиковали этот обычай и в более позднее время. С таким же обращением сталкивались и пожилые люди, которым уже не под силу было работать. Однако здесь не все было так однозначно и зависело от конкретных обычаев того или иного сообщества. По данным археологов, в Дманисе, что на территории Грузии, найдено несколько черепов представителей Homo habilis, которые жили почти 2 миллиона лет назад. И некоторые из этих людей, если судить по зубам, выпавшим у них еще при жизни, самостоятельно уже не могли добывать пропитание, но они жили. Значит, даже далекие наши предки, то есть некоторые виды, поддерживали пожилых членов своего родового общества. Племя уважало их, поддерживая жизнь, нуждалось в мудрых советах и в опыте. Возраст действительно имел значение в патриархальных русских семьях, это стоит особо отметить. Старший в семье, глава, был для всех указом. Он мог заявить: «Как ты смеешь мне, старику, такое говорить?» Причем это относилось не только к дерзостям, просто старший в семье мог устанавливать, что молодежь может говорить в его присутствии, а что нельзя. Даже картина такая воспевалась, где во главе семьи стоит седобородый старик, который накопил за свои годы большой опыт и особенную житейскую мудрость. С одной стороны, так и было. Глава семьи – это дед или даже прадед с седой бородой, которая подчеркивала его статус в доме. Старшие женщины в семье тоже имели почет и уважение, и они ссылались на свой возраст, управляли и даже помыкали другими домочадцами. Но ведь даже если и так, то силы и здоровье у стариков были не вечными. Даже если они и доживали до 100 лет, дряхлость все равно их настигала. А вот не было слепых и сгорбленных старцев во главе семьи. Не было тех, кто медленно передвигался, плохо слышал. А почему? Куда они девались? Ответ на этот вопрос есть, и он находится в русских сказках, в литературных произведениях прошлых веков. Потому-то его и не замечают, а ведь все очевидно. У Льва Толстого есть рассказ «Старый дед и внучек», где черным по белому написано, как обращались со стариками. Дедушку держали за печкой и кормили из лоханки. По сюжету внучок стал рассуждать о том, что, когда придет время, он также поступит и со своими родителями. Они же, услышав это, устыдились и стали сажать дедушку за общий стол. Но на самом деле мало кто стыдился этого. Стариков уважали лишь в то время, пока у них была сила, пока они выполняли тяжелую работу по хозяйству. А когда дедушки и бабушки становились немощными, то их место в главе семьи замещалось следующим поколением. Про их мнение уже не спрашивали, начинали жить практически без их участия. И тогда старики, боясь показаться ненужными, брались за любую мелкую работу, старались для семьи. Потому что на то были серьезные причины и страшные.
Однако гуманностью страдали не все люди и не всегда. Многие народы считали, что от старика, который впадает в маразм и теряет все свои жизненные навыки, нет никакого проку. И потому, наряду с избавлением от лишних детских ртов, практиковалась ликвидация стариков. И это было не только у дикарей. Так делали и в цивилизованных государствах. Может быть, обходились уже без поедания человечины, но все же проводили ритуальные жертвоприношения. Например, вполне цивилизованный для своего времени Древний Рим. Там до самой эпохи империи часто появлялись указы о том, чтобы умерщвляли всех жителей старше 60 лет, чтобы умилостивить богов. Еще в 1 веке нашей эры описывались случаи, когда в такие ритуальные убийства включали новорожденных младенцев. Вспомните про Иисуса Христа. Сколько младенцев приказал убить царь Ирод, чтобы найти Мессию? Во многом это связано с тем, чтобы избавить народ от лишних ртов. А на территории Средней Азии по весне было принято убивать самого старого человека в поселении. Его сталкивали в корыто, наполненное зерном, и топтали сверху, якобы для хорошего урожая. Такой языческий обычай был не только до принятия ислама, но потом продолжал выполняться достаточное время, чтобы умилостивить богов. На Руси тоже гуманности по отношению к тем, кто отжил свою жизнь, было немного. Стариков выводили из дома и сажали на лубок или на салазки, отвозили к глубокому оврагу и скатывали туда. Да так, чтобы самостоятельно оттуда человек уже не смог вылезти. Чаще всего это дело происходило зимой, чтобы уже наверняка не выжил. Через какое-то время старики замерзали и умирали, а к весне их подбирали и хоронили как положено. Было и такое, что для пущей верности пожилых людей намертво забивали палками. Вот что об этом пишет этнограф Литвинова. Людей старых, не подававших надежду на жизнь, вывозили в зимнюю пору в глухое место и опускали в глубокий овраг. А чтобы при опускании они не разбились или не задерживались на свете, их сажали на луп, на котором они, как на санях, доходили до дна оврага. Когда этот обычай был запрещен, то стали прибегать к изолированию стариков в пустой хате, где они с голоду и холоду помирали. Исследовательница изучала подобные случаи изолирования стариков в деревне Землянка Полтавской губернии, датированные 80-ми годами XIX века. А вот еще одно свидетельство. Его оставил уездный землемер Пржиборовский. Обычай этот существует не только в Малороссии, но и в других местах, например, в Новгородской губернии и лесных уездах Минской губернии. Дети привязывают старика к салазкам и вывозят его, помимо его воли, в степь, на мороз. По народным понятиям, такой вид убийства не был даже грехом. Люди не раскаивались и в церкви не исповедовались, считая избавление от стариков само собой разумеющимся делом. Для нас это звучит даже дико, а тогда в деревнях, да и в городах тоже постоянно недоедал простой народ. Еды в семьях не хватало даже на здоровых и трудящихся ее членов, что уже говорить про стариков и про детей. Правда, к концу XVIII века люди стали немного добрее и перестали топить или забивать своих лишних младенцев, подкидывая к крыльцу тех, у кого дом был богаче. Однако не всегда хозяева замечали малышей вовремя, чтобы забрать в дом. Ребенок или замерзал, или умирал голодной смертью. А вот еще одно подтверждение того, что пожилые люди оставались неудел, как только дряхлели. Страницы старинных книг передают нам повествование о стариках-странниках, нищих стариках и старушках. Странники ходят от одного святого места к другому, от монастыря к монастырю. Вторые же просят подаяние только в одном городе или в паре-тройке деревень, обходя их по кругу. Откуда они? Дело в том, что во многих деревнях, когда деда или бабушку остальные члены семьи признавали слишком немощными, то постепенно выживали из дома. В лучшем из случаев старичкам давали еду в отдельности, более плохую, скудную, и постоянно им припоминали, когда же они умрут, а то все едят и едят. Может быть, эту жестокость можно оправдать тем, что жизнь в деревнях в те времена была бесконечной борьбой за пищу. Было и суеверие среди деревенских жителей, что человек, который живет слишком долго, заедает чужой век, то есть он отнимает пищу, а значит и годы жизни у молодых. Из-за этого суеверия бывало так, что слабым старикам не дозволяли заходить в жилую часть дома, переступать за матицу. Им переставали стирать одежду, старики были вынуждены спать в сенях или у дверей на лавке. Зимой, бывало, они просто замерзали. Мужчинам жилось на старости лет хуже, чем женщинам. Часто старушки оказывались в более лучшем положении, особенно если они в молодые годы успели себе наткать на старость много полотна.
Этим делом занимались все молодые женщины и девушки. И то полотно, что она наткала в молодости, старушка постепенно продавала и на эти средства могла обеспечивать себе более или менее сносную жизнь и пищу. А у кого ничего не было за душой, тем не оставалось ничего другого, как нищенствовать, бродяжничать. В худшем из случаев стариков буквально выгоняли из дома. И они ходили по монастырям, замаливая свои грехи, ведь там были бесплатные гостевые дома и трапезные для паломников. Правда, там нельзя было долго находиться. Другие же просто садились на углу и просили Христа ради, не создавая видимость паломничества. Так они и умирали от голода, болезней, усталости, диких зверей, людей и непогоды. Снова обратимся к фольклору. В дохристианские времена, судя по песням, сказкам и другому народному творчеству, дети и старики, потерявшие силу, умерщвлялись. Только христианская церковь запретила инфантицид, убийство детей, и геронтоцид, убийство стариков. Но, как уже говорилось выше, не все это соблюдали. И долгое время обычаи поддерживали в том числе в Европе. Эти мотивы и сюжеты есть во французских, скандинавских и германских сказках. Например, известно, что в 18-19 веках в Германии дети постоянно выживали из дома стариков. Поэтому все уже знали, что их ждет в старости, и старались заключить со своими детьми договоры. Согласно этим бумагам, старики должны были уйти из своего бывшего дома в какой-нибудь другой домик неподалеку. Хозяйство оставляли одному из взрослых детей, а взамен он должен был выдавать старикам еду, чай, табак. Над такими договорами часто жестоко ругались, торговались, были и судебные дела по невыполнению условий, указанных в документах. У англичан человек, потерявший способность зарабатывать для семьи и выполнять домашние дела, припровождался в богадельню и остаток жизни проводил в, как правило, ужасных условиях. Если старички могли еще выполнять какую-то работу, то их отводили в работные дома. Скандинавские старики поступали еще более сурово. Часто те, кто оставался еще в здравом уме, но сил на работу не имел, просто сами уходили зимой в лес. Там садились в снег и замерзали, считая это легкой смертью. У славян тоже практиковалось это довольно часто. В одном из преданий сказывается, что отец и сын везут старого дедушку в лес на санках и там оставляют. По возвращению мальчик беспокоится, зачем же санки в лесу оставили, они, мол, пригодятся. Отец спрашивает, а для чего пригодятся? На что мальчик говорит: а чтобы отвезти тебя и мать в лес, когда вы состаритесь. Эти убийства беспомощных являются пережитком древних времен, когда человечество совершало ритуальные жертвоприношения в виде себе подобных. Но и те появились не просто так. Во всем виноват голод, недостаток пропитания, который в русских деревнях существовал вплоть до революции. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.